Приветствую всех зрителей своего канала, своих подписчиков и просто гостей. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылку на канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале предлагаю вашему вниманию опять новенький, интересный, симпатичный узор, который исполняется просто, легко, быстро запоминается. Такой узор вам пригодится очень во многом, и не только летом, но и осенние, и зимние какие-то изделия тоже можно связать таким узором. Все будет зависеть от того, какую вы пряжу подберете под этот узор. Я же этот образец вам показываю в пряже хлопок Лилу турецкого производства. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок, 50 грамм, 225 метров. И связала я этот образец крючком японского производства фирмы Tulip номером 1,25 в миллиметрах размер головки крючка. Для исполнения мы сегодня возьмем другую пряжу. Это Дива Silk Effect, тоже турецкого производства. Это обычный акрил, конечно, чуть толще хлопка Лилу. И крючок номером 1,5 той же фирмы. Нам просто этой пряжей будет удобней связать маленький образец. Наш раппорт состоит из 2 арочек и 4 ряда в высоту. Набираем первую петельку, вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем 3 накида на крючок, возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 3 накидами. Это первая арочка раппорта. Вяжем вторую. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 3 накида на крючок. Возвращаемся в петельку соединения между арочками под 2 дужки и провязываем столбик с 3 накидами. Связали вторую арочку и 2 арочки. Это и есть раппорт нашего узора в ширину. Я наберу еще 2 раппорта. Ну вот, я набрала 6 арочек. Это 3 раппорта нашего узора. И вот этот вот наборочный ряд вначале посчитаем за первый ряд узора. А теперь вяжем его второй ряд. Вяжем воздушную петельку. Переходим в первую арочку и под арочку вяжем 9 столбиков без накида. Связали. Теперь в петлю соединения между арочками под 2 дужки вяжем еще столбик без накида. И вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Оставляем эту петельку. Возвращаем крючок в эту же петельку, но с правой стороны. И оставленную петельку протягиваем. У нас получилось маленькое колечко. Теперь это маленькое колечко мы обвязываем, вяжем под цепочку 6 столбиков без накида. Связали. Теперь в петлю, из которой мы вяжем это колечко, входим крючком и делаем соединительный столбик. А теперь переходим
в следующее колечко этого раппорта и под него вяжем 6 столбиков без накида. Теперь вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, три и 4. Оставляем петельку. В вершинку нашего вот этого вот колечка обвязанного входим крючком и протягиваем оставленную петельку. Теперь вяжем еще 3 воздушные петли. Раз, два и 3. Оставили петельку. На нашем первом колечке раз, два, в третью петлю вводим крючок и оставленную петельку протягиваем через эту петлю. Теперь под вот эту вот дужку вяжем 3 столбика без накида. Связали, переходим под следующую дужку и снова вяжем 3 столбика без накида. Теперь мы вяжем 4 столбик без накида и над ним делаем пико из 4 воздушных петель, возвращаемся, закрываем это пико. Снова столбик без накида, снова 4 воздушные петли, возвращаемся под 2 дужки, захватывая, делаем соединительный столбик, закрываем это пико. Снова столбик без накида. Раз, два, три, 4. Возвращаемся, замыкаем это пико. И еще один столбик без накида. И раз, два, три, 4 воздушные петли. Замыкаем за 2 дужки пико соединительным столбиком. И теперь мы крючком переходим во второе колечко, оно у нас еще не довязано на основе, снова вяжем столбик без накида, вяжем 4 воздушные петли, возвращаемся, делаем соединительный столбик и провязываем сюда же, в это колечко, столбик без накида. И вот мы с вами связали раппорт узора. Вот первое колечко и второе колечко. Вот такая вот фигурка у нас получается. Теперь мы переходим на следующий раппорт. Снова под следующую арочку вяжем 9 столбиков без накида. Связали. Заходим в петлю соединения между арочками, провязываем столбик без накида и вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, 3 и 4. Оставляем эту петельку, возвращаем крючок в эту же петлю, но обратно на правую сторону и протягиваем оставленную петельку. И в колечко мы вяжем 6 столбиков без накида. Связали. Обязательно нужно сделать соединительный столбик из основы нашего колечка и переходим под следующую арочку, вяжем 6 столбиков без накида. Теперь 4 воздушные петли. Раз, два, 3 и 4. Оставили петельку. На вот этом вот колечке заходим в вершинку, протягиваем оставленную петельку, вяжем еще 3 воздушные петли. Раз, два и
3. Оставили петельку. На нашей первой арочке раппорта отсчитываем от изгиба 1, 2, третья петля и протягиваем в эту третью петлю оставленную. Теперь под вот эту вот дужку вяжем 3 столбика без накида. Вот наша следующая дужка. Снова вяжем 3 столбика без накида. Теперь четвертый столбик без накида и вяжем пико. Из 4 воздушных петель вернулись, подхватили 2 дужки, закрыли это пико. Еще раз столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вернулись, закрыли пико. Еще одно столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И закрываем это пико. И сюда же еще один столбик без накида. 1, 2, 3, 4 воздушные петли и замкнули пико. Теперь переходим под вот эту вот дужечку. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Захватываем 2 дужки. Закрываем пико и вяжем сюда же еще один столбик без накида. И мы с вами связали уже второй раппорт. И вяжем третий. Давайте чуть-чуть будем быстрее вязать. Закрыли пико и вяжем еще один столбик без накида под эту дужку. А теперь в этом ряду мы делаем соединительный столбик с началом ряда. И мы с вами связали первый ряд, вернее это второй ряд раппорта. Вот так вот просто и вот так вот интересно выглядит
этот узор. Ну а теперь переходим на его третий и четвертый ряд. И как вы понимаете, что третий и четвертый ряд мы будем располагать в шахматном порядке. Для этого мы вяжем 2 воздушные петли, это подъемные по боковушкам. А теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание. И от этого пико мы отсчитываем 1, 2 в третью петлю. Провязываем столбик без накида. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем накид на крючок. Теперь от изгиба считаем. Вот наша арочка. Вот изгиб. Петля 1, 2 и в третью петлю провязываем столбик с накидом. Мы сделали 2 петельки подъемные, 6 для арочки по узору, 6 для следующей арочки, и здесь мы присоединили эту цепочку столбиком с накидом в третьей петле. И вяжем следующий раппорт. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Считаем от изгиба 1, 2, третья петля. Провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Накид на крючок и отсчитываем 1, 2, третья петля. Вяжем столбик с накидом. Мы связали с вами уже цепочки второго раппорта. Вяжем следующий раппорт. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Подхватываем следующий раппорт и считаем 1, 2, третья петля. Провязываем столбик без накида. И последняя арочка. Мы вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем накид на крючок, но заходим в последнюю угловую петельку и провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали третий ряд. И теперь разворачиваемся и вяжем четвертый ряд нашего рисунка. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем под этой арочкой 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь у нас раппорт будет вот в этом месте, в этих двух арочках. И здесь он будет тоже еще повторяться, а в конце будет просто тоже обвязываться арочка на 9 столбиков без накида. Мы переходим в следующую арочку и вяжем 9 столбиков без накида. Теперь над столбиком с накидом предыдущего ряда мы в него входим и провязываем столбик без накида. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Оставили петельку. Вернулись в эту же петлю, но возвращаясь на правую сторону, протянули эту петельку, и это колечко теперь мы обвязываем. Вяжем в него 6 столбиков без накида.
крючком вошли в основание этого колечка, сделали соединительный столбик. И под арочку мы теперь вяжем 6 столбиков без накида. Теперь 4 воздушные петли. Оставили петлю. В вершинку этого обвязанного колечка протягиваем эту петлю, вяжем еще 3 воздушные петли. Теперь 1, 2, 3. В третью петлю вводим крючок и протягиваем эту оставленную петлю. Под вот эту вот дужку вяжем 3 столбика без накида. Переходим под следующую дужку, снова вяжем 3 столбика без накида. 4 столбик вяжем и делаем над ним пико. 5, снова над ним делаем пико. 6, и тоже над ним делаем пико. И 7, и тоже делаем пико. Теперь переходим под вот эту вот часть, которая у нас осталась еще нашей арочки раппорта. Тоже делаем столбик без накида и над ним пико. Вернулись, по 2 дужки закрыли это пико, и сюда же мы вяжем еще 1 столбик без накида. И вот мы с вами связали раппорт, который мы уже распределили в шахматном порядке. Вот что у нас получается. Здесь мы сейчас тоже свяжем точно такой же раппорт и вяжем его самостоятельно. Связали еще один раппорт, и теперь у нас в конце остается одна арочка. Это арочка и 2 петли подъемные. И мы просто под эту цепочку вяжем 9 столбиков без накида. И мы с вами связали полный раппорт вместе с шахматным порядком нашего узора. И как всегда, я вам покажу еще переход на следующий раппорт. Мы отсюда вяжем точно так же 2 воздушные петли подъемные и 6 воздушных петель для узора. Разворачиваем вязание, отсчитываем 1, 2, 3 петля, накид на крючок, и в эту 3 петлю провязываем столбик с накидом. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И на нашей вот этой вот фигурке мы отсчитываем 1, 2, в 3 петлю мы провязываем столбик без накида. Мы связали с вами первый раппорт. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Накид на крючок и опять 1, 2, в 3 петлю вяжем столбик с накидом. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Над фигуркой 1, 2, в 3 петлю вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Накид на крючок. 1, 2, в 3 петлю вяжем столбик с накидом. И 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И здесь мы делаем накид на крючок, и мы вяжем в угловой петельке столбик
с накидом. Разворачиваем вязание, и мы должны сейчас будем связать второй ряд уже второго раппорта. И, соответственно, у нас наши фигурки опять будут располагаться так, как располагались в первом полураппорте. Мы вяжем под цепочку 9 столбиков без накида. Над столбиком мы опять провязываем столбик без накида и вяжем 4 воздушные петли, оставили петельку, вернулись, протянули эту петельку и в это колечко вяжем 6 столбиков без накида. В основание сделали соединительный столбик, перешли под следующую арочку, вяжем сначала 6 столбиков без накида, теперь 4 воздушные петли, оставили петельку, вернулись, протянули эту петельку в вершинку этого колечка и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Оставили петельку, опять вернулись на первую нашу арочку, в третью петельку, протягиваем оставленную. Под эту дужку вяжем 3 столбика без накида. Дальше переходим под следующую дужку, снова вяжем 3 столбика без накида. Теперь 4 столбик без накида и над ним пико. 5 столбик без накида и тоже над ним пико. 6 и 7. И теперь мы переходим под остаток нашей арочки, вяжем еще раз столбик без накида и еще раз пико. И вяжем еще раз столбик без накида под арочку и переходим на следующий раппорт. Снова 9 столбиков без накида. Здесь у нас вяжется арочка, которая потом обвязывается. Потом 6 столбиков без накида, возвращаем арочки и их обвязываем. Мы повторяем второй ряд первого раппорта. Дальше, конечно, я уже вязать не буду. Узор настолько прост, что нет смысла уже вязать вместе с вами. Я думаю, что вы уже успешно будете справляться без меня самостоятельно. И вот такая вот прелесть у нас получается. Теперь давайте посмотрим еще раз на большой образец в поглаженном его виде. Вот перед вами снова большой образец этого узора. Смотрите, какая милая красота. Это его лицевая сторона. Вот так вот выглядит его изнанка. Очень милый узор, просто исполняется. И думаю, что этот узор вам понравится. Сохраняйте это видео в своей библиотеке. Ну а я жду ваши комментарии, жду ваши пальчики вверх и буду на сегодня с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.